«Сэр, этот мальчик жил со мной в приюте до 14 лет». Голос горничной нарушил тишину роскошного особняка в Рио-де-Жанейро. Бизнесмен Артур Мендес, известный за свои успехи в сфере недвижимости, замер перед старинным портретом. Изображенный мальчик был точной копией его брата Луиса, пропавшего 30 лет назад. Сердце болезненно сжалось, тот же взгляд, та же улыбка, словно время замерло на полотне. Уборщица, молодая женщина по имени Клара, дрожащим голосом повторила: «Я знала его как Даниэля. Он никогда не говорил о семье, только о старшем брате, который звал его своим чемпионом». Слова ударили Артура, будто гром среди ясного неба. Луис исчез, когда ему было всего 4 года. Похищение в городском парке стало трагедией, разрушившей их семью. Отец, влиятельный адвокат, и мать, преподаватель музыки, искали мальчика годами, безрезультатно. Теперь, спустя десятилетия, судьба словно решила раскрыть тайну. Артур вместе с Кларой отправился в старый приют Сан-Висенте, где, по ее словам, вырос тот самый Даниэль. Пожилая монахиня подтвердила: мальчика с таким лицом действительно привели туда женщина и человек, назвавшийся социальным работником. Документы оказались поддельными, но тогда, во времена кризиса, никто не стал проверять. В архивах приюта они нашли рисунок: дом, пианино и 2 мальчика, держащихся за руки. В углу было написано: «Я Луис Мендес. Мой брат меня найдет». Артур не смог сдержать слез. Он нанял детективов, чтобы выяснить, что случилось с мальчиком после того, как тот сбежал из приюта в 14 лет. Спустя недели поисков всплыло старое дело о молодом человеке, найденном раненым на дороге близ Белу-Оризонте. В записях значилось имя Даниэль Лукас, возраст 17. После лечения он исчез без следа. Дальнейшие поиски привели Артура и Клару в небольшой город в горах штата Минас-Жерайс. На местной ярмарке они нашли художника, продававшего детские портреты. Его звали Лукас Мендес. Клара первой узнала его, тот же взгляд, тот же мягкий голос. «Даниэль», — прошептала она. Мужчина поднял глаза и замер. В памяти вспыхнули обрывки: музыка, дом, брат. Артур подошел и показал старый рисунок. «Это ты его нарисовал, Луис. Это был наш дом». Слезы навернулись на глаза мужчины. Он обнял брата, и люди вокруг замерли, наблюдая, как 2 взрослых человека рыдают, словно мальчишки, которым наконец вернули детство. Позже врачи подтвердили: Луис пережил амнезию после аварии. Со временем память стала возвращаться: запах сада, голос матери, звуки пианино. В особняке, где все началось, 2 братьев впервые за десятилетия снова сели за пианино. Артур сыграл первые ноты Шопена, мелодию, которую их мать любила. Луис тихо подхватил. Дом наполнился звуком, и, казалось, даже стены дышали облегчением. Спустя месяц Артур основал благотворительный фонд «Дом Луиса», который помогал искать пропавших детей и поддерживал приюты. Клара стала координатором, а Луис создал логотип: 2 мальчика у пианино, держащиеся за руки. На открытии фонда Артур сказал: «Эта история началась с обещания и завершилась тем, что любовь оказалась сильнее времени». Клара посмотрела на портрет мальчика, тот самый, с которого все началось. На лице теперь будто мелькала тень улыбки. Потому что память можно стереть, но не любовь, которая ждет всю жизнь, чтобы быть узнанной.